Что мы здесь наблюдаем? Это у нас котельная находится на Прокопьевской 48. И мы доработали ее в этом году, как планировали это сделать в прошлом году. Поэтому реализовали. Что сейчас происходит? Мы дом соединили с теплицей. Сделали реверсную систему отопления. Вот туда, вот если посмотреть, вот мы добавили сюда еще один блок и отправили в дом тепло. И для чего это было сделано? Давайте опять. Я люблю эксперименты. Это родилось у меня в голове в прошлом году. Есть Сергей, который занимается отоплением. Я ему просто сказал свою идею, что я желаю. Он сказал, что я смогу это реализовать. В этом году они уже это сделали. Мне это очень нравится. Вот сейчас, допустим, у нас уже становятся ночи в Новосибирске прохладные. Вот я включил один котел, а здесь их 3. И там дома у нас один вот такой же 4-й стоит, гидроста. Вот установил 50 градусов температуру. Вот сейчас. И что получается? 3 котла дают у нас мощности 126 киловатт. Ну, вот, заявленные по их характеристикам. Вот здесь сделана гидрострелка, узлы, все это разводится. Также, вот хочу заметить, поменяли вот то, что было раньше. Посмотрите, у нас вот теплые полы и как они сделали, реализовали. Тоже очень красиво и привлекает внимание. Основная задача, смотрите, вот допустим дома была такая ситуация зимой, насос начал пропускать и пришлось выключить, давление не держало, и котел у нас, грубо говоря, не работал вот в доме. Это было или суббота, или воскресенье, где нельзя было поехать купить насос, там пригласить, допустим, мастера, который бы все это поменял быстро. На улице минус 30, минус 40. Да, у нас дом, скажем, у него теплопотери низкие, там инертный, но все равно было прохладно и неприятно. Я подумал, вот у нас здесь есть энергия, а мы не можем использовать ее в доме. Да, вот как бы такой момент важный для меня. Хотя она вот рядом, а использовать нельзя. Вот может кто-то сталкивался с такими моментами. И плюс здесь у меня какая ситуация была. Каждый котел работал на свой отдел. И бывало так, что один котел работает, там хватает температуры, он выключается, а другой работает, не хватает. Опять проблема возникает. Есть тепло, мы не можем его рационально использовать. Тогда вот это все родилось. Гидрострелка, вот, и вся система, которая здесь сделана. И сейчас, что получилось в этом году, мы доработали. У нас с этого котла сейчас топится теплица, допустим, подтапливается вот, в хозблок. Потом дома поступает тепло, и мы спокойно отапливаемся. Но это не все. То есть у нас там использованы 3-ходовые клапана для того, чтобы мы могли в теплых полах держать определенную температуру комфортную на сегодняшний день именно. Это позволяет нам. Там, допустим, у нас конкретно есть ванна, там прихожая, там столовая, и где у нас плитка положена, да? И таким образом, когда мы ходим, и вроде дома тепло, а пол холодный, и неприятно ходить. А я люблю босиком ходить. Я отталкиваюсь от себя, сейчас информацию вам даю. И таким образом, сейчас получается, мы туда подаем где-то 30 градусов, смешиваем с обраточкой красиво, теплые полы, вот, и комфортно, не жарко, не холодно, но опять работа над микроклиматом. Это тонкие такие моменты, о которых мы вам сейчас чуть дальше пройдем и покажем, как это в доме у нас устроено. Вот здесь основная задача, что котел работает вот в этом месте, а тепло мы можем дать в доме и на 3-м этаже, на 1-м, на 2-м, неважно, в гараже, на веранде, везде тепло может вот этот котел дать. Также в любом месте теплицы, в хозблоке этот котел дает тепло. Потом приходит время, когда будет на улице прохладно, его будет недостаточно. Включается еще один котел. И они работают в паре. Но этот работает сейчас всего лишь там, на 45-50 градусов. А потом 3-й котел и резервный, который дома стоит. Потом, уж если будет минус 40 и не будет хватать, мы можем дать тепло. А задача моя какая стояла? Если там не хватает или сломался котел, мы отсюда тепло дали. Если, допустим, здесь не хватает мощности, суровая зима, а котел для дома отопления я использовал всего лишь на 40%, то 60% у меня в планах было сюда это тепло подать. И сейчас как раз это случилось. Ничего не надо переключать, все работает практически в автоматическом режиме. Просто включили котлы. И эта система вся такая работает. Но это не все, что мы планируем сделать. Здесь будет еще установлено специальное оборудование, которое будет работать по погоде. Что это означает? Вот смотрите, полы теплые, это бетонная плита, и там у нас идет металлопластиковые трубы. Вот такие вот красавцы. У них теплосъем хороший, это мы сейчас проверили по этой системе. И получается так, что плита, она инертная. То есть бывает, холод уже пришел, а пока он разогревается, пока плита нагреется, потом отдаст тепло. И западение температур бывает. Вот.
происходит. И утром наоборот. Плита за ночь разогрелась, уже солнце светит, и температура поднялась у нас, и еще плита греет. Представьте. Негативное влияние. Опять нет контроля по микроклимату. Решение какое здесь будет стоять? Будет стоять специальная погодозависящая система, которая будет позволять нам заранее включать котел. Когда температура будет снижаться, он заранее включит, подогреет полы, чтобы смягчить, вот кто проходит на отопление. Вот у нас теплица, одна проходит на теплых полах. И хозблок. То есть смягчить вот этот момент. Не когда стало сильно холодно, а потом тепло мы дали, а заранее начинает подогревать. А второй момент, утром температура начинает расти на улице, и система понимает это, начинает отключать заранее теплые полы. И вот как раз мы бы хотели вот этот момент тоже смягчить и получить вот идеальный результат, меньше затрат и больше комфорта по микроклимату. А сейчас мы пойдем в дом, сходим, и я там тоже покажу что-то интересное, что мы сделали. Вот у нас теплотрасса, посмотрите. А дальше посмотрите, какие чудненькие у нас здесь коробочки стоят. Вот так вот. Новое решение, это Сергей мне предложил, мне очень понравилось. Что это такое? Вот оно так закрыто, мы можем вот так красиво открыть это все. Вот. Это специальные, так скажем, у них есть их функционал. Если у вас в доме стоят, допустим, и вот это будет открыто, то излучение тепла будет очень большое и нагреваться будет. И вот это тоже закрыто также, но я не буду открывать. А таким образом, во-первых, закрывается уменьшить тепло в помещении, чтобы сильно жарко не было в котельной, или это в доме где-то у вас стоит. Вот это решение, в принципе, для дома. Это вот дом у нас. И что здесь мы видим? Вот мы открываем, вот трехходовой клапан. Если в теплоносителе 80 градусов, за счет трехходового клапана мы можем дать температуру в дом, 25-30, ну там любую температуру, плюс до 80. И это нам и позволяет тонко настраивать вот систему. Вот сейчас у нас в дом 32, из дома выходит 29, то есть перепад 3 градуса. Вот представьте, что такое 30 градусов? Это меньше температуры тела, но это работает круглосуточно. И наш пол, он при температуре находится там примерно 30 градусов. Это приятно наступать на него. Это, я говорю про комфорт сейчас. А расходы здесь небольшие, потому что котел включается очень редко. Он включился и нагрел на 50 градусов в данный момент. И это тепло потихоньку используется. Вот в данный момент это сутки всего работает, но я хожу по дому и наступаю на плитку без тапочек, и мне это уже нравится. При этом расход он равномерный, минимальный, никаких нет избыточных вот этих моментов, да, по отоплению. Вот все это позволяет вот эта вот штука делать. И также у нас теплые полы в гараже и в офисе, где мы работаем. Сейчас это тоже так же будет работать красиво. Это на офис и гараж, это на дом идет. Это здесь подача и обратка идет. Вот это нам оборудование позволяет добиться вот таких комфортных моментов. Для многих, может, это не важно. Скажут, да, мы и так проживем. Но вот, допустим, такие решения позволяют потом добиться, когда проходит время, у нас есть какое-то решение и приходят какие-то сложности, трудности, или мы понимаем, что вот это решение мы можем где-то применить, и оно нам принесет пользу. В принципе, я для этого и делаю. Как для себя, так и в будущем найдет это решение применения. Плюс я спросил ребят, они занимаются отоплением уже давно, вы когда-нибудь делали такое решение, это реверсное? То есть мы можем с котельной из теплицы подать сюда тепло и с этого котла туда подать тепло. Вообще, и это ничего не нужно делать. Мы можем сейчас с помощью этого котла и теплицу отапливать, не включая в теплице котлы. И он и дом будет отапливать, и теплицу. Вот, при необходимости. И как раз они говорят, нет, мы этого не делали. И вот оно. И им это как бы новое решение, оно пригодится в жизни для того, чтобы где-то возникнет какой-то вопрос. Они скажут, да, у нас есть решение уже готовое. Вот представьте, друг другу мы таким образом помогаем. У меня идеи, у них решения. Теперь это решение может быть еще где-то где-то реализовано. Где-то мы кому-то поможем таким образом, косвенно, да? Ну вот, и это не все. Дальше у меня будут интересные идеи, они уже есть, а реализация будет летом, потому что сейчас уже в зиму заходим. Это уже каждый этаж будет отдельно поддерживаться, нужная температура, которая нам необходима. Это уже будет в следующем году. Тоже, думаю, мы такую версию запишем, чтобы у вас было понимание и возможности воспользоваться этой информацией для реализации в своем каком-то проекте. Удачи вам, господа!